Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, продолжаем. Сегодня у нас следующая тема. Тема 8. Основные проблемы. Тема 8. Основные проблемы. Занятие первое. Сомнения. Занятие первое. Сомнения. По данной теме, разумеется, каждое занятие – это своя проблема. Какие проблемы мы с вами будем рассматривать? Ну, с одной стороны, те, которые весьма распространены, с другой стороны, те, которые больше всего жить мешают достижению успеха, достижению состояния счастья и так далее. Проблемы страхи, обиды, депрессии, апатии, прочее, которые весьма неприятны. И одно из основных, что нам нужно, в том числе еще раз посмотреть, все проблемы имеют информационную природу, они подчинены определенной логике. Чтобы проблема существовала, на определенный список вопросов у человека должны быть ошибочные ответы. И наличие вот этих ошибочных ответов, этих негативных программ – это номер один. Все остальное, что там люди придумывают, съел не то, магнитные бури и так далее, оно как-то влияет, но это не является первой причиной для проблемы. Просто если что-то больное, оно болезненно реагирует на те или иные какие-либо изменения, воздействия. И все. Если оно не больное, оно просто не реагирует. Точно так же, если, скажем, спартанец может смеяться, глядя смерти в лицо, и мечтать о смерти в бою, да? Другой человек просто трус. Он боится того, что никогда с ним не произойдет. 95% страхов вообще не имеют под собой реальной природы. Он просто боится. Ходит и разрушается. То есть наша задача посмотреть, да, основные проблемы, какую логическую структуру они имеют и на какие вопросы нам нужно искать позитивные ответы. Собственно, что мы и делаем на наших занятиях, да, чтобы в конечном итоге, цель которой мы идем, все проблемы можно было бы обнулить, вычистить, а соответствующие достоинства на их месте формировать. Это наша задача. По первому занятию сомнения, в двух словах мы раньше говорили, да, вера, энергия на максимум, сомнения, что мы делаем. Вот куда подключили сомнения, ту ценность, цель, чувство, неважно, к чему подключили, вот то сомнения постепенно подгрызают, уничтожают, а пока полностью не разрушат. Неверие и делать ничего не буду, бесполезно все равно. Сегодня мы с вами по сомнениям пройдем более подробно. То есть есть смысл рассматривать сомнения по большому счету как болезнь разума. Почему болезнь? Потому что она реально разрушает то, к чему прикасается. Вот к чему человек свои сомнения подключил, то он и разрушает. Да? Можно постараться представить, не очень сильно вызывая соответствующие ощущения, да, во что вы верите и в чем вы сомневаетесь. В чем вы сомневаетесь? Там, где вы сомневаетесь, вы не можете эффективно действовать. Да, вы не можете принимать решения, вы не можете действовать, не можете получать результат. Да, и одна из основных наших задач — понять, что если цель быть совершенным, достойным, благородным, эффективным, то для сомнений в сознании не должно, в принципе, оставаться места. Потому что очень многие люди, они не воспринимают сомнения как проблему, они просто с сомнениями живут, они не стараются их убрать, вылечить с максимальной скоростью. Они просто с этими сомнениями живут, а итог какой? Ты сомневаешься, ты не можешь быть эффективным, да, ты не можешь созидать, неважно,
То ли карьера, то ли взаимоотношения, и ты это все равно потеряешь. Да? Но большинство людей таким образом не оценивают последствия сомнений. Они с этими сомнениями живут и в конечном итоге теряют то, к чему сомнения подключены. Если ты подключаешь сомнения к чувствам, там, по личной жизни, ты можешь разрушить личную жизнь. Да? Если, скажем, сомнения оказываются оправданными, и ты доверяешь не тому человеку, тебя могут предать. Да? Поэтому на вопросы нужно отвечать в любом случае адекватно. Да? То ли правильно, то ли неправильно. Есть повод для сомнений, нет повода для сомнений, но суть в том, что человек не должен с этим жить, да, а в том, чтобы найти четкий ответ. Ответ правильный, наиболее рациональный, да, который даст наилучший результат. Да, вот задача, на что сомнения должны быть заменены, на то, чтобы человек мог эффективно действовать и получать результаты. Да, вот если он ищет ответы и принимает правильные решения, он прощается с сомнениями, хорошо. А плохо, когда он эти ответы не ищет. Он просто живет в этом состоянии, дергается и так, и кому ж верить. И его сознание не способно вот этот клубок вопросов распутать и вывести на наилучшее решение, на наилучший результат. Поэтому если представить, там, карта нашего сознания, вот что-то ценное, насколько вредны сомнения, их последствия, вот, а к чему они подключены? Да, они могут повредить одну клеточку, они могут повредить разум в целом, сознание в целом, вот объем. Да? Поэтому что они затрагивают? Есть второстепенно и самое важное. Кого они повреждают? А второе — это вот, в каком объеме они. Они в целом разрушают нашу личность, разрушают наши ценности, разрушают наши цели. А задача, на что сомнения нужно заменять, чтобы наше сознание в идеале, конечно, работало как часики. Не как автомобиль, который буксует, буксует и так не может тронуться. Раз побуксовал 3 часа, так и не принял решение, пошел поплакал. В следующий раз то же самое. Пробуксовал, с места не сдвинулся. Да, в конечном итоге, чтобы человек был тренирован. Ситуация, вот алгоритм действия, 1, 2, 3, 5. Выбор, действие, результат. Михаил Юрьевич, от всего сердца хотим поздравить вас с этим праздником и выразить огромную благодарность за ваш пример рыцаря, за ваш пример силы, за ваш пример глубочайшей любви. Спасибо. Михаил Юрьевич, огромная вам благодарность за ваш путь, за вашу преданность, любовь и веру в свое дело. Огромная благодарность за изменение наших судеб, за наш достойный путь. Огромная благодарность за раскрытие наших душ и вселение веры в нас и в наш путь. Благодарим. Спасибо. Большое спасибо. Наша дама сегодня прекрасна. Большая сцена скучает за такими номерами. Если было больше на голубом экране, мир бы стал лучше. Джентльмены, супер. Тоже молодцы. Но сегодня джентльменов поздравляем, а дам хвалим. По-моему, прекрасно. Спасибо. Всем успехов.